Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Bloodliness, и у нас на канале новенькая игруха под названием Омега Вампир. Да, я уже в группе ВКонтакте ее выложил, наверное, я не хотел вообще выкладывать ничего, хотелось ей удивить вас и тому подобное, резко выложивший на канал, но я, в принципе, все-таки спросил, почему, потому что у нас недавно был такой случай, когда проходили одну игру, и у нас не получилось ее пройти, потому что очень плохие просмотры были и тому подобное. Но тут у нас подъехал яойчик на канал, наконец-то таки. И причем этот яой, я вообще о нем никогда не слышал ничего. Вообще, даже никто мне ничего не говорил. Он вышел еще в 2016 году, и игра полностью на японском языке. Ну, в принципе, неудивительно, почему никто о ней не слышал и тому подобное. Почему никто не рассказывал мне о ней. Вот, считайте, что эту игру заказала любознательная. У нас очень хорошая девушка, которая смотрит наши видосики и стримы. Ну, в принципе, кто на стрим приходит, тот ее знает и видел и тому подобное. Если честно, я вообще такой человек, что не сильно люблю там тему такого вампира, вот это сказки, какие-то комиксы, но я, если честно, посмотрев полностью на нее с разных сторон и тому подобное, я увидел практически чуть ли не рисовку, даже может быть, ну, сравнимой с Нитро Чирал. Мало того, что рисовка, так и я посмотрел, ну, как там все выглядит, и довольно-таки интересно. И я для этого, для вас, как бы сегодня первый видос. Опять же, друзья, зависит от вас, если вы будете лайкать, если вы будете просматривать и тому подобное, ваша активность, мои видосы, да. И что я хочу сказать, игру я по-любому пройду на один рут, это 100%, а все дальнейшее будет зависеть от вас. Так что смотрите, давайте как-то поактивнее будьте, там напишите, понравится вам или нет. Короче, не буду рассказывать, что и как и тому подобное, какой тут жанр, ну, кроме яоя, тут пиздецы будут полные. То есть на превьюхе вы уже видите, что происходит. Типа хавают просто какие-то другие вампиры и тому подобное. И да, я вспоминаю, как вы хотели в Slow Damage ну, вот эти всех вампиров там и тому подобное. Я помню, что и я хотел и думал, что там что-то будет необычное. Если честно, Slow Damage для меня был неплохим, но далек от того, вот, чего я ожидал. И вот когда ты что-то не ждешь, чисто случайно находишь вот эту вот игру Омега Вампир, и ты видишь то, что ты именно хотел. Хотя, я не знаю, странно, почему мне такое нравится, удивительно. Ладно, давайте нажмем старт. У нас тут показано, походу, типа сначала или не сначала. Так, я не знаю, на что нажимать, если честно. Во, мы начинаем с самого начала. Да, сразу предупреждаю, если вам нет 18 лет, то данное видео вам запрещается, конечно же, смотреть, да. Согласием, ну вы поняли, да, вы соглашаетесь с тем, что вам 18 лет и тому подобное. Яоя тут будет, походу, дохренище просто, но, опять же, все будет как раньше. И об этом я чуть попозже расскажу. Так, мы слышим какого-то человека, который убегает, задыхавшись, да, задыхается. Я убегаю, но кто-то гонится прямо за мной. Я продираюсь сквозь кусты и бегу куда-то, спасая свою жизнь. Но меня поймают. Смогу ли я сбежать? Я не знаю, где я. Почему я попал в эту переделку? Куда, черт возьми, я направляюсь? Куда, черт возьми, я иду? Почему я бегаю в темноте? Куда несет меня мое тело? Ай! Меня жалит какой-то шип или клык. Да, кстати, иногда я, как бы сказать, буду немножечко не понимать, где я что читаю. Ну, мы будем вместе понимать. Ну, будут моменты такие, где я не уверен в том, что мой перевод будет точный, потому что я не японец. И даже тот человек, который скажет, что он переводит, и он знает точно, это если он учил прям японский язык, да. Ладно, я спотыкаюсь, падаю, и моя рука попадает на какой-то, ну, опять же, клык, там, тому подобное, вот шип. То есть нам намекают на то, что вампиры. Я встаю и продолжаю свой бег, игнорируя свою кровавую рану. Черт возьми, я не собираюсь становиться жертвой чудовища в этом месте. Я бегу, нет времени оглядываться назад, нужно спасаться. Длинные вытянутые руки, ужасный рев чудовища, он протягивает ко мне свои длинные лапы. Я опять падаю, несмотря под свои ноги, я подскальзываюсь на мхе. Черт возьми, шимота! В тот же момент на меня прыгает этот монстр. Сейчас. О, нормально. Я думал, что он захочет меня укусить, но он начинает облизывать меня со всех сторон. Слышите, да, звук разорванной одежды? Прекрати! Он рвет на мне мою рубашку, словно забирая мою свободу. Ты думал, ты сможешь сбежать? Слышите, да, голос? То есть, это как бы яой, но, знаете, я не привык, когда сразу начинается что-то, какие-то такие моменты. Ну да ладно, тут не сильно много их будет.
мне жаль, не надо. То есть он не говорит мне жаль, он говорит, не надо, не трогай меня. Он прижимается ко мне, тихо шепчет мне на ухо, прижимая свой эрогированный, эбонитовый, ну вы поняли, да, эльфилеву башню, вот ко мне. Вот, от него не убежишь. От этого не убежишь, ты же это уже понял. Это судьба твоей крови. О, нет. Так, если что, очень не слушайте вообще звуки, что тут происходит. Да, вот, потому что это его мокрая штуковина проникает между моих ног. Ну, вы поняли, да, что происходит? Как бы это самое начало, пиздец. Полный осуждаю. И да, ну вы поняли. То есть, господи, вампир же должен убивать, кусать и тому подобное. Они такие, вот, да. В моих ушах раздается рев зверя. И с этим искаженная форма зверя силой вздымается вверх. Ты еще до рождения знал, что тебе суждено быть... Как бы не договаривает, видите, опять избранный и тому подобное. И вот он, ну, он орет, орет, орет. Мое тело перемещается, в меня, ну, проникает, да, снова и снова. Что? Бушующий зверь во мне издавал... то есть, да, тот бушующий зверь издавал, ну, влажные звуки и дышал мне на ухо. Да, так. Да, пропускаем. В этот момент он укусил меня за шею и начал высасывать из меня кровь. Ох, ни хрена себе. Вот это он сосет кровь. Он случайно там не суп хлебает, а сосет кровь, точно? Больно. Рана настолько ожгла, и из-за того, что из нее сочилась кровь, и после он выплеснул в меня что-то горячее. Ощущение такое, как будто бы я хочу взлететь. И, кстати, вначале вообще непонятно что, кого, чего, но потом вы все поймете, к чему это все происходит. Ощущение того, что вы как будто бы отдаете друг другу что-то, да, и в то же время берете у друг друга. Короче, вот в этом удовольствии разум, кажется, улетучивается, но... Мое сердце почти останавливается, когда я увидел, как чудовище кусает меня за шею. И я попытался сбежать. Но... Вот смотрите, вот очень странный момент. Вот он говорит, без сомнений, было невозможно разглядеть, ну, как бы лицо человека в темноте, но это было мое лицо. Вот вообще, чё, типа, кого? Но потом дальше все будет понятно. Опенинг, ну что, смотрим опенинг. Нуля какие, а? Не, нуля какие, а? Я думаю, что такие хлопчики, думаю, каждого можно себе выбрать, правильно? Вон, море Акейчи, Генма. Я даже без понятия, сколько тут людей, но их тут, наверное, будет очень много. Кем можно рутить? Как бы я ничего не хочу сказать против Slow Damage, но посмотрев на этот опенинг, можно сказать, что тут будет столько событий, столько артов, столько моментов, столько типов, просто столько вообще всего подряд, что мне кажется, что Nitratural надо бы как-то... Господи... Это я когда взял Omega-Verse или Omega-Verse, я не знаю, как это называется. Эта игра, да, это Omega-Verse или Omega-Verse, я не знаю, как это точно сказать. Короче, прикол в том, что это первая моя такая новелла в данном плане. Мы проснулись, походу, это был всего лишь сон. И да, я хочу сказать, что мне кажется, это очень длинная новелла будет, и длиннее намного Slow Damage. И может быть, даже не может быть, а скорее всего она будет лучше, потому что если посмотреть на вот эти события, мне кажется, что тут будет разворачиваться и то, и это, и пятое, и сюжет... 10. В Slow Damage и в Nitratural некоторые игры очень сильно убивают интересность в том плане, когда начинается между двумя персонажами идти бесперерывный, как это называется, ну, как бы, там больше всего отношения между ними. То есть есть какая-то, тут будет просто вот как вот в аниме, ну, как вы понимаете, какая-то такая вот загвоздка с кровью, про вампиров и тому подобное. Ну, короче, я не буду рассказывать, я вам вообще ничего не рассказываю, но я прочитал описание, и в описании
кажется, что, ну, жесть будет просто. Так, я подпрыгнул резко от испуга, от того, что мне приснился этот сон. После протершей глаза я понимаю, что я на своей кровати в своей квартире. Какой же плохой сон приснился мне. Я думал, что меня убьют. Я так рад, что я жив. Не могу поверить, что мне мог присниться такой сон. Когда я прикасаюсь к нижней части своего живота, я понимаю, что она мокрая. Что произошло? Я сделал это? Неужели это из-за сна? То есть вы понимаете, что он сделал? Это только начало новеллы. Серьезно? Новелла слишком извращенческая. Нет, я же мужчина, тем более из-за чего? Из-за того, что на меня напали? Типа, из-за чего бы я брызнул бы, да? Я ведь не желаю такого тайна. Нет. Я здоровый, нормальный, среднестатистический парень. Пробормотав это, я уставился на семейную фотографию на своем столе. Вот это сейчас пиздец просто. Я не знаю. Ну ладно. Вот я потерял своих родителей, и теперь я жил один. Но моя семья немного отличалась от обычной. Это была, похоже, необычная семья. У меня было 2 родителя мужчины, 2 отца. Я уже много раз рассказывал анекдот про 2 мужчин. Ладно. Короче, мне Лоя рассказала. Если бы не она, я бы не знал бы по поводу того, что в Омегаверсе даже мужики рожают. Чё? Кого? Позвольте я объясню. Хотя, я думаю, вы и так уже понимаете, как это происходит. Ну, поэтому я объясню об этом позже. Да, и вот потом будет о них сюжет. Поначалу кажется, что типа, если сейчас какой-то парень смотрит эту новеллу и думает, господи, ну у меня есть такие вот парни, да, которые смотрят новеллы на моем канале и даже смотрят яой на удивление. И как бы, ну я не знаю, из-за чего они смотрят, может из-за меня, может быть, не знаю. Просто, ну, им нравится канал, там, не знаю. Ну, короче, прикол в том, что не думайте, что тут какой-то гейские там педики будут, осуждаю, кстати, какие-то дурацкие, типа, тут все классно будет. Когда я мучился в догадках, мой желудок заурчал. И всякие таблетки вот эти подавляющие. Господи, куда я влез? Ладно, яой, это для меня, в принципе, я уже много яой записал, но Омегаверс или Омегаверс, короче, это пиздец. Я надеюсь, вы тоже дополнять будете в комментариях, потому что ужас. Несмотря на то, что я нервничая убегал во сне, я понял, что я хочу есть и пить. Проголодался, короче. Я подумал об этом некоторое время и вспомнил, у меня же не особо много денег. Было одно решение, это выпить чай с большим количеством сахара. Я завариваю чайник, в холодильнике ничего не было, и поэтому пришлось заварить чай, да, сладкий чай, короче. Чай, индийский чай, гонконгский чай. Это был чай вот в гонконгском стиле, то есть каким образом? Вот смешивая чай с сахаром и консервированным молоком, которое я сварил вместе. Ну, короче, когда вы смешали это все, потом варите, и вот таким вот образом получается такой напиток. Ох, вкусно! Теперь мое тело полностью в бодрости. Ну, бодрое, короче, тело. Даже при моем низком давлении теперь мне намного легче будет двигаться. Я забираю свой телефон зарядки, который лежал на прикроватной тумбочке. Как бы я хотел бы съесть стейк, с которого капала бы кровушка. Вот вы уже понимаете, да, типа кровушка, вампиры, стейк с кровью. Ну, конечно, Япония, бедные студенты, ужас. Но меня зовут Мория Кейичи, я бедный студент, который живет обычной жизнью в Йокогаме. Меня зовут Мория Кейичи, мне 33 года, и я, ну вы поняли, да? Мория Кейичи, я живу в Морио. Если вы не сильно экстравагантны, то сможете обеспечивать себя работой неполный рабочий день, и мои родственники беспокоились обо мне. Ну, что я буду жить один, подожди, родственники? Родственники, я не знаю, почему про родственников идет сейчас речь, может быть про кое-кого, но по идее родственников-то нет у него никаких, кроме родителей, которые уже все, таои. Прошло всего лишь несколько лет после тех Олимпийских игр, которые взбудоражили все Токио. Йокогама издавна известна как портовой город с иностранным поселением и кладбищем, находящимся у моря. Кстати, нам, видите, нас тоже знакомят с городом, но не как в Slow Damage, вообще, ну прям расписывая город прям идеально и тому подобное. Тут пару слов и все, и нормально, и хватит. Зачем там много всего этого? С самого начала город был центром внешней торговли, и на вершине выстроились старые дома в западном стиле, где жили депутаты и другие иностранцы. В китайском квартале Мотомачи
Надеюсь, я правильно все тут произношу, потому что в переводе очень странные названия. Всегда было многолюдно, а район Минато-Мирай кишил покупателями и деловыми людьми. Вот, на первый взгляд, это был нормальный район, но рядом с ним стоял гламурный бордель. И это поглотило не только Ягагаму, волна захлестнула всю Японию, и после весь мир. Ну, ой, погоди, сейчас же начнется. Вот, пожалуйста, вам 5 секунд рассказали про город, и потом буду дополнять дальше. А не так, как в Slow Damage вываливают всю информацию про город, который тебе нахрен не надо. Ну, то есть интересно, где ты живешь, но тут будет экшон бесперерывный, тут будет интересность без перерыва. И если вам зайдет эта игра, я буду ее херачить просто, ну, вот так. У меня уже опыт есть на Slow Damage, я уже около до хрена перевел, тут другой совсем перевод, тут намного бывает непонятнее и тяжело, но как бы сюжет мы поймем. И как только я это произнес, я поспешно включил телевизор, и ведущий сразу же начал говорить. В этом году исполняется почти 5 лет с тех пор, как искусственная кровь Heki Pharmaceutical, известна как X-Blood, была применена на практике. Вот уже про кровушку что-то сюжет пошел. С этим препаратом известно, что риск инфекций при переливании крови снижен. Поддерживание качества литейных форм и стабильных поставок является сложной задачей. В нашем утреннем выпуске программы «Крупным планом» мы общались с господином... Да, я... Сейчас. Я немножко тут напутал в переводе. Очень тяжело было вначале понять, какие имена у них, но на самом деле его зовут Аои Сетсуна, что ли, блин, или как, у меня там дальше написано будет. Я тут неправильно вообще написал. Вроде бы Аои Сетсуна, вроде бы. Это один из парнишек будет, да, наших. Из научно-исследовательской вот фармацевтичного института вот Хеки. Спасибо, что уделили нам внимание. Приятно познакомиться. О, это Аой-сэмпай. Как же он крут и так хорошо смотрится на телевидении. Вот он, ля какой. У нас с ним, ну, я был с ним знаком. Он живет в Якогаме, и мы учились с ним в старших и младших классах. Ну, типа вместе, да? Кроме того, Аой-сэмпай был моим старшим, как бы это сказать, старшим на подработке. Ну, типа, он его взял на подработку, типа старший. Не знаю, как это сказать. И я очень скучаю по тому времени. Музыка тут классная, только почему-то очень тихо, надо погромче музыку сделать, а вот озвучку потише чуть-чуть. Для меня это было неожиданным увидеть своего знакомого в телеэкране. Ну, ваша искусственная кровь, X-Blood. Она чем-то отличается от настоящей. Да, она будет употреблять все мыслимые потребности на планете, ну, точнее, как бы это сказать, не так немножко, ну, вы поняли, да? Заменять. Она объединяет все редкие группы крови и тему и уникальна. До сих пор редкая кровь, которая встречалась у сотен тысяч, а иногда даже десятков тысяч людей, хранилась путем замораживания или с помощью базы данных доноров крови. И вся эта кровь может быть доставлена очень быстро в соответствии со спросом. Хеки предлагает 12 часов на время реагирования запросов из больниц или во все крупные города страны за 24 часа. За такую, конечно же, кровь стоит хорошая плата, потому что от этого зависит жизнь людей. Да, именно так. Говорят, что именно X-Blood принесла свет в мир медицины. И чем же вы дальше собираетесь заняться в своем институте Хеки? Помимо людей, также исследуется кровь коров, свиней, разрабатывается в связи с потребностями животноводства. Кровь домашних кошек и собак поставляется с прошлого месяца, и продажи идут очень хорошо, даже лучше, чем с людской кровью. А были ли у вас какие-либо случаи отказа на рынке? Благодаря тщательному анализу Блин, сейчас такое сложное слово. Благодаря тщательному анализу посттранфузиозный риск составляет менее 1% от общепринятого. Короче, посттранфузиозный этот риск, это, короче, когда переливание крови происходит более неудачно, чем нужно. Были ли случаи, когда кто-то отказывался от этой крови? Бывали, конечно же. Реальность такова, что многим пожилым людям не по душе это занятие. История искусственной крови находится все еще в зачаточном состоянии. Мы также должны смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, поскольку существуют сильные, осторожные мнения о долгосрочном воздействии на организм человека в обществе. Ну, короче, боятся переливать, там, типа, какая-то кровь, а вдруг, типа, ну, как всегда, как это всегда бывает в жизни. Правда, что в будущем у нас будет больше возможностей для выбора. Мы будем продолжать делать все возможное. Спасибо большое. И вам спасибо большое. Я увидел, как он поклонился в телевизоре. Я услышал, что он получил в своем возрасте патент
В этом мире есть гений, не так ли? Он уже потек от него, короче. Мы уже выбрали своего, этого, да, лучшего мальчика. Я уже некоторое время работаю как бедный студент. Я не могу найти подходящую работу. Я выпиваю чай большим глотком. Институт Хеки был создан 50 лет назад доктором Юза Хекия. Я надеюсь, я правильно говорю, потому что вначале тут с именами тяжеловато. Может быть, если я что-то неправильно то я потом на следующем видосе я вам все расскажу. Вот. Он вышел на пенсию, однако, когда X-Blood стала популярной, то его убрали с главного центра исследований. Сын доктора Кенза Юдза, вот это, ну, короче, да, Кенза Юдза. Доктор вот Аой Сэмпай, ну, короче, наш вот этот Аой, является лидером огромной компании Хекия Групп, да? Блин, вначале с этими именами я тут так напутал, но надеюсь, что это сын его, да? Моя голова склонилась... Моя голова склонилась, типа, в почитании, типа, в уважении от того, что его поддерживал отец в столь юном возрасте. Я преклоняюсь перед его почтительностью, вот. Анализ крови мне уже делал старший коллега. Это была работа на полставки в клинических исследованиях искусственной крови, вот этой вот. Мне также делали переливание крови. Короче, у него, другими словами, уже эта компания брала кровь, но это потом вы узнаете и так. Это было после коммерциализации X-Blood, но моя группа крови редкая, так что... Не договаривая об этом, думая об этом, вот я попивал чай. Мы рады увидеть у нас в гостях Юсаку Яхаги. Блин, может я неправильно тут... Ну, я надеюсь правильно, ладно. В качестве главной роли, спасибо, что присоединились к нам. Вот еще один какой-то хер пришел. Тут очень дают так информацию вам по чуть-чуть, постепенно, чтобы вы, короче, сильно не задумывались и чтобы, ну, было интересно постоянно. Здорово, я Яхаги, с нетерпением жду того, как мы, ну, поработаем с вами. Раньше вампиры были вымышленным существом, но господин Яхаги также является известным актером-вампиром. Сразу нам кидают то, что тут существуют вампиры. Смотрите, прикол в том, что это игра, где реальность такова, что есть люди, а есть вампиры. То есть отдельная каста вампиров, ну или как это сказать, и также есть люди. Они живут бок о бок с друг другом. То есть вы понимаете, да, что из этого может потом произойти? Так, вот он говорит, известным актером вы стали вампиром. Только после того, как я им стал, работа начала поступать. Ну, начала побольше поступать. Яхаги-сан стал вампиром, кажется, 80 лет назад. Я уже был вампиром на первых Олимпийских играх в Токио. В прошлый раз я сфотографировал... сейчас. Да, вот, в прошлый раз я сфотографировался на второй Олимпиаде в Токио. Вот, видите? Одно и то же лицо. Это правда? Но существование вампиров стало известно только после широкого распространения фильма, ну, там, какого-то фильма «Кровавые вампиры», там, не точно, я не знаю, ну, какое-то что-то такое. Да, благодаря этому мне больше не нужно сосать кровь живых людей, я сосу, ну, короче, пью кровь коров, свиней и тому подобное, да. А вкусно ли это? Нет. Но меня бы мучила бы совесть, если бы кровь людей допил. Но у меня не было выбора. В прежние времена было мне очень трудно. Я встретил хорошего парня по имени Аой Сэмпай, вот этот, ну, Аой точнее, который оказался хорошим парнем. В наши дни можно легко вернуться к корням, так что мы должны быть благодарны за технический прогресс. То есть он имеет в виду, что можно опять пить кровь, но типа мне помогает Аой вот этот вот и в Хекия компании в этой. Да, правда, сейчас хорошие времена. Пока я собирался, ну, одевался, этот мужчина был невозмутим, пока общался с вампиром. За последние несколько лет мир изменился. Да, вот. Бормоча это, я выключил телевизор и собирался выйти из дома. Некоторые пожилые, более влиятельные люди обращались к вампирам для того, чтобы, чтобы перестать быть людьми и навсегда изменить свою жизнь. У них не было другого выбора, кроме как потерять свои жизни. В то же время, те, кто не мог этого сделать, должны были... В то же время... Те, кто не мог этого сделать, должны были стать неразумными зверями или лишиться жизни. Короче, некоторые люди, чтобы не умирать, другими словами, становились вампирами, чтобы дальше жить. А некоторые, как я понимаю, они просто, ну, умирали. И типа, ну, что-то такое, да? Но вот, их число росло и росло. Несмотря на риски, число вампиров росло с каждым годом. То есть даже если ты станешь вампиром, ты смог бы быть все равно... Из-за того, что, ну, еще не очень хорошо, походу, эта штука сделана, неразумным зверем, видите? Он говорит, с каждым годом число вампиров росло.
Мне нужно идти в школу, а не то я опоздаю. И видите, постепенно нам по чуть-чуть дозированно дают информацию. Они как бутаку накидывают, и мы такие, бля, ебать, как понять-то, в чем смысл? Я вбежал в школьные ворота. Так, школа, которая является государственной и традиционной, привлекает относительно широкий круг учащихся. Доброе утро, Кейчан. Ты сегодня более жизнерадостный, чем обычно, не так ли? Потому что попил этого чая, да? Вообще-то очень жду зарплаты, я давно ничего не ел. Это, наверное, он, ну, типа, просто подкалывает нас, да? Может, мне тебе купить миску лапши в школьной столовой? И когда вдруг ты получишь деньги, ты сможешь выручить меня? Серьезно? О, господи, спасибо, ты такой хороший парень. Это был Тани, мой хороший добрый друг. Оценки у него были средние, но меня это не заботило. Так ты... Сейчас... Блин, я не пойму. Так ты... это он кому-то говорит. Так ты преподаешь первый урок? Кто-то тут... Пришел, что ли? Ладно. Нет. Так, прошел типа первый урок. Вот второй урок социология. Не успеваешь оглянуться, как прозвенел первый звонок. Вот. В наши дни общество стремительно меняется, и люди все еще находятся в замешательстве по поводу этих изменений. И, конечно же, я был одним из них. Возможно, вы сегодня утром видели по телевизору, как один из моих студентов рассказывал про Экс-Блуд по имени Аои. Это учитель, как вы видите. Он тоже видел эту передачу. Сосуществование вампиров и человечества – большая проблема для нас всех. Нам нужно лучше узнать друг друга. Процент вампиров среди населения планеты будет продолжать расти и в конечном итоге может повысить большинство, превысить даже большинство людей, короче. Вампиров станет больше, чем людей. Зазвучит призыв к пересмотру всех аспектов здравоохранения, общества и образования. Например, если возникнет проблема со стабильной поставкой искусственной крови, что произойдет? Цена синтетической крови вырастет, и вампиры могут нападать на людей. Другими словами, продовольственный кризис может превратить вампиров в толпу убийц. Да, и потому, что они и так уже мертвы, к ним неприменимы человеческие законы, да и причем у них способности, как бы сказать, побольше, чем у обычных людей. Мы живем в постоянной опасности. Как вы думаете, почему же произойдет продовольственный кризис? Ох, я так хочу спать. Может быть, это из-за вчерашнего страшного сна, а может быть, потому что я не выспался. Море? Ответьте на вопрос, пожалуйста. Шо? Кого? Да, друзья, сейчас будет, такая фигня, которую я забыл перевести, но, как вы понимаете, я всегда прохожу первое прохождение вообще, то есть от балды, и я не смотрю, на что я нажимаю и тому подобное. Тут еще все на японском, я забыл, конечно, перевести это, но я думаю, вам не сильно это важно, потому что у нас на время выборы. Я выбрал первое, я забыл, извиняюсь, перевести, я потом буду выбирать, конечно, я буду смотреть. То есть выборы сразу начинаются, я не знаю, на что этот выбор повлияет, но мне и в принципе насрать, потому что первое прохождение, оно всегда вслепую. На кого выйдем, на того выйдем. Но не прям так. Я, наверное, потом буду переводить, точно, знать, что я выбираю, потому что тут я не знаю, на что этот выбор повлияет. Он говорит, вот, рыночная конкуренция. И, как удивительно, рыночная конкуренция, наверное, кто-то будет продавать тоже кровь, из людей, не знаю. Вот, хорошо садись. То есть я хорошо ответил. Может быть, с ним тоже можно рутить? Тут очень много персонажей, просто нереально будет много. Я посмотрел просто уже всех персонажей, которые тут есть. И я не знаю, если с ними со всеми можно рутить, то это будет с ума сойти просто. Так, учитель выглядел довольным. Мировой продовольственный кризис – это также техногенная катастрофа. В Японии население сокращается, но население мира продолжает расти. Экономическая деятельность развитых стран лишила некоторые страны и регионы средств к существованию и привела к голоду. Это экономическая причина, обусловленная рыночной конкуренцией. Она также является жертвами теней экономического развития и будущих проблем. Лекция профессора Токуи продолжается, надеюсь, Токуи. Так, у нас школьный день закончился. После школы в тот день я и Таня встретили других одноклассников перед школой. Вот мы встречаем одного хрена такого быдловатого. Эй, давайте сегодня сходим в клуб Ди в Матомачи. Гасава его зовут. У меня совсем не осталось денег. Ну хорошо, эй. А ты Харуки. Я тут опять же неправильно перевел. Харуки. На самом деле его имя Харуки, я почему-то не знаю. Футавари вроде бы Харуки.
Эй, а ты, у тебя ведь нет проблем с деньгами? Сможешь одолжить нам немного их? Я совсем не знаю, Пукек, Сиреньк, я себя неважно чувствую. Как вы понимаете, есть альфа, есть бета в омега-версии, есть омега. И как и в жизни, альфа типа рулит, омега типа, ну, в жопе, короче. Но я думал, это чисто их характеристика типа, а на самом деле они типа рождаются омегами или альфами. Вот в чем прикол. Я этого не знал. Тут сегодня, кстати, видосик будет длинный, поэтому такая вот, чтобы подачка вам первая, ну, как такая вот подача контента, а не подача, которую там, как собаки. Почему бы... Так, он говорит, плохо чувствую, типа не уверен там. Почему бы тебе не потусоваться с нами всеми? Мы ведь друзья, верно? Если ты не пойдешь, то у нас могут быть проблемы. Но я не умею танцевать, и у меня не так-то много денег. Когда ему говорят о деньгах, Харуки дрожит. Гасава большой и сильный человек, которому тяжело отказать. Все студенты вокруг делают вид, что будто бы не замечают этого разговора. Они опять издеваются над Омегой. И никто ничего не делает. Да, все одно и то же, бедняга. Его что, никто не остановит? Я так и знал, на Футаваре, или как его зовут, опять, на его руке опять синяки. Может не на руке, может где-то там синяки, но синяки у него есть. Семья Гасавы относится к антисоциальной группе, а сам Гасава не только большой, но и устрашающий на вид. Все мы слышали о таких схемах, как вот вытряхивание денег у более слабых людей. Короче, просто сбивать с него бабки. Типа, идем с нами, но будешь платить ты. До меня доходили слухи о том, как группа Гасавы трясла деньги у многих школьников, поэтому я и сам с ужасом думал, что, чтоб меня не заметили. Ходили слухи, что если ты разозлишь Гасаву, то он будет продолжать делать это снова и снова. Мы бета боимся враждовать с альфами. Ну, короче, бета это как бы средний уровень, альфа это типа высший, да, я так понимаю. И пока я думал об этом... Эй, я думаю, что тебе стоит прекратить вымогать деньги у него. О, ну и дурачок, как всегда, полез. Тани? Что ты типа делаешь? Я видел, как Тани подошел к Гасаве и сказал ему в лицо эти слова. Что такое, Тани? Не вмешивайся в наш разговор, это наше с ним дело. Мне не нравится, когда такое происходит в нашем классе. Неважно, в какой группе вы находитесь. Тани был хорошим и храбрым парнем, его оценки были не такие уж высокие, но его все равно выбрали старостой класса, потому что у него доброе сердце. Я всегда завидовал этому качеству, в нем. Тани, ты дрожишь? Тани собрал все свое мужество, чтобы спасти своего одноклассника, но я видел, как его ноги подкашивались. Я всегда так и думал. Тани и Моря, вы, ребята, меня очень раздражаете. Когда Гасава уставился на меня, я ужаснулся, и мне захотелось как можно быстрее уйти отсюда. Не увлекайся этим только потому, что состоишь старостой класса. Так, меня бесишь бесишь меня больше всего. Я тоже в бешенстве. Так что, мы решили этот вопрос? Обстановка между ними была накалена, и я был в ужасе, представляя, как Гасава подкарауливает нас у заднего двора школы. У того парня были синяки по всему телу. Что если со мной случится то же самое? Моря, Кейчи, Кейчи, скажи ему что-нибудь. Да я ой, господи. Что такое, Моря? Язык проглотил. Кейтян. Не делай этого, не заставляй меня делать это. Как вы видите, мы играем, пока гавриками такими. Если вы внимательно смотрели опенинг, то вы видели, что мы потом по ходу раскачаемся, мы будем направо и налево пиздюлей, наверное, давать. Но пока мы... девочка, посмотри, вот рисовка, как тупо девочка, чисто женщина. Ой, что? Осуждаю. Ходили слухи, что именно... Ходили слухи, что именно из-за связи родителей Гасавы полиция не притрагивалась к нему. Короче, такой гаврик, видите, полиция защищает, то есть можно что угодно делать. Если Гасава прибегнет к насилию, то у нас не будет ни единого шанса. Время остановилось, когда я застыл под их взглядами. Прекратите, не делайте этого. Голос Фуватави Харуки попытался остановить Гасаву. Мне уже лучше, не беспокойтесь об этом. Я правда хочу пойти с вами вместе. Короче, защищает нас. Мы ведь друзья, не так ли? Будет очень скучно идти туда без тебя. Ага.
Он засмеялся, Харуки засмеялся, но все равно был в недоумении. Он улыбался. Видите? Хора! Вы, ребята, были неправы с этого момента, как вы подошли. Так что больше не лезь не в свои дела. Хи-хи. Ты уверен в этом? Ты же за них постоянно платишь. Друзья с друзьями так не поступают. Ну, друзья так не поступают. Я ведь правильно говорю, Кейичи? Таня, слушай, давай оставим все как есть. Идем домой. Кейтян? Это нельзя так оставлять. Мы не можем уйти. Взгляд Тани пронзал меня насквозь, которому так было жаль Харуки. Но его взгляд был направлен на мое маленькое сердце, не на жестокость Гасавы, не на Харуки, а именно на то, как, ну, я его предал, типа, предаю в этот момент. Моя собственная беспомощность ранила даже больше, чем жестокость или насилие Гасавы. Ну, она его ранила, Таню. Таня набрался храбрости, чтобы выйти против него, в то время, как я был трусом и не мог поддержать собственного друга. Мне кажется, что вы, ребята, совсем не на одной волне, не так ли? Вы грязные свиньи, мне кажется, вам нужно преподать небольшой урок. Опа. Экшон. Первая серия, заметьте. Вы помните, чтобы какая-то яойная новелла была настолько экшеновой в самом начале? Только свет пуль. И то из-за того, что там Зенья появился и тому подобное. Он хватает меня за грудь и после собирается избить меня со всей силы. Тогда я принял решение. Ну, то есть я уже приготовился к этому. Но после того, как это произошло, какая-то машина остановилась у школьных ворот. Это была какая-то новая блестящая машина, да? И после того, как дверь открылась, оттуда вышел наш спаситель. Ля какой, ух! Вот это я понимаю, конечно. Кейичи, у меня к тебе дело. Садись в машину. Сэмпай? Вы не видите, я тут немного занят. Это дело важнее меня? Судя по всему, тут у нас небольшая стычка между двумя студентами. Это что с тобой такое? Чего ты хочешь? Эй, у тебя такая новая машина? Ты хочешь помочь этим парням? Значит, ты должен будешь выполнить некоторые условия. Какие условия? Ты ведь из богатенькой элиты, не так ли? Ну, не элиты, как бы... Я не знаю, что он тут именно говорит, но он, короче, тут говорит о том, что ты ж богатенький, типа, и у тебя есть деньги и тому подобное. Ну, намекает, короче, другими словами. Блин, очень тихо музыка слышно. Сейчас я погромче сделаю, потому что тут музыка очень охрененная. Сейчас, момент. Так, надеюсь, так получше будет слышно. Музычка тут вообще шикарная. И он так, типа, богатый, да, там и тому подобное. Вот этот момент мне просто дико нравится. Когда он это произнес, то слегка отодвинул свой халат, под которым виднелось множество скальпелей и пистолет. Ля, ебать, вот это... Не, ну такому я бы дал бы, конечно, господи, Леня. Не, ну это пиздец. Пока, если честно, из тех людей, которых я тут видел, это мой фаворит. Пока что. Фаворит, с кем бы я сразу хотел бы выйти на рут. Так что, мы будем вести переговоры со силой. Ты пытаешься напугать нас этими штуками. Я думал, мы поговорим как взрослые. Ой, Аой-сэмпай. Блин, я не знаю, он говорит... Ладно. Аой-сэмпай? Аой Сэцуна его зовут. Он выпускник нашей школы из института Хеки? Да, если хотите, я могу познакомить вас с кровожадным вампиром, который так любит студентов, как вы. Ладно. Ладно, пойдемте. Обоссались. Гасава и его толпа решили уйти. Но я же обещал Гасава-куну пойти с ним. Пиздец. На сегодня все отменяется. Все, ребята, уходим. Погоди. Быстро покидая это место, Гасава поворачивается и убегают. Ну вы ведь друзья Кейичи. Я бы мог подвезти вас домой. Ля, ебать, вот это ля какая тварь, а. Прям голову поднял, такой, ебать, смотрите на меня, какой я охуенный, прям вообще не въеб... Так что ж там... Так, извиняюсь, у меня там шиншилки упали немножко. Так, сейчас... Я не знал, что сказать, так как он произнес это с мягким выражением лица, которое отличалось от того, с которым он говорил с Гасавой. Ой, спасибо, но мне нужно кое-куда идти. Спасибо, да, я тоже справлюсь сам, извините. Тани, увидимся завтра? Нет, я разочарован в тебе, ты идиот. Тани? Он убежал. Тани не стал смотреть мне в глаза, а просто повернулся и убежал. Все, что я мог делать, так это
проследить взглядом, как его спина удалялась и становилась все меньше и меньше. Короче, -1 рут. Поссорились голубки. Кейчи, прости, что я говорю это сейчас, но тебе придется поехать со мной. Аой-сэмпай, а разве не страшно носить такую опасную вещь с собой? Это он про член проявую? Это про пистолет. Я постоянно являюсь движущейся мишенью, поэтому я должен защищать себя. Из-за развития X-Blood и концессии общество сильно изменилось. На одну работу для преступного мира стало меньше. Вы уже давно появляетесь в телевидении, и у вас узнаваемое лицо. Я сглотнул, я хотел спросить его об этом, но чувствовал, что мне что не должен был этого делать, поэтому просто проглотил слова. Вот я не знаю, про что именно спросить он должен был. Ты плохо выглядишь. Тот парень, с которым ты разговаривал раньше, это был Таня-кун? Ты шокирован тем, что вы поссорились? Ну вы же сами все видели. Зачем задавать вопросы? Ну не унывай. Не хотел бы ты присоединиться ко мне сегодня за ужином? Мы заехали домой, а после он привез меня в Чайнатаун. Я угощаю. Проси все, что хочешь, но у меня ограничение по времени 90 минут. Спасибо, сэмпай. Я заказал мое любимое блюдо лапшу дан-дан и черный жареный рис. Ты должен правильно питаться, ты неважно выглядишь. Это вредно для твоего здоровья. В этом месяце у меня уже кончились деньги. Хоть где-то персонаж кушает еду. И что в Slow Damage, что в Sweetpool, люди постоянно ходили, я не знаю, умирали без еды. Кстати, я сегодня смотрел с вами передачу утром. Вы там круто выглядели? Блин, вот тут я не знаю, что он говорит. Там сложноватый перевод был, поэтому там ничего такого важного. И вот Мория говорит, я в будущем хотел бы стать ассистентом в вашей лаборатории. Кейчи, для каждого человека, да найдется какая-то работа, но ты бы не подошел бы для научной карьеры. Это немного обнадеживает. Сейчас. Тебе стоит немножко аккуратнее есть еду, твои волосы растрепаны, а одежда изношена. Да и к тому же, у тебя ширинка расстегнута. Не говорите так громко. Вот так вот ты разговариваешь со своим сэмпаем? Я же беспокоюсь о твоем будущем. Кстати, твой одноклассник, с которым ты был ранее, он был, вы там были бета, рядом стоял альфа и омега? Ну, как вы узнали, сэмпай? Это очевидно, потому что омега носит... Короче, смотрите, тут я не сильно разбираюсь, я еще пока не сильно понимаю, о чем он спрашивал, потому что тут разговор зашел про беременность, и он сказал как бы типа, что по омеге видно у него... Я не знаю, он про ошейник сказал или нет, но у него вроде бы там галстук вроде бы всего лишь. Хрен знает, если честно. Хотя то не галстук, то ошейник, что ли. Короче, я не в теме еще сильно. Я надеюсь, вы в комментариях напишите про эти все моменты. Я не знаю, может он спросил, беременен ли он, потому что в этой игре, в Омегаверсе жанре в этом могут забеременеть и мужчины, так что... И вот он спрашивает, над ним часто издеваются? Он говорит, беременен, типа, но об этом я, говорит, не знаю. Но то, что над ним издеваются, да, как вы сегодня видели, да, часто происходят такие моменты. Вот, и он говорит, я был слишком напуган, чтобы что-либо сделать, и поэтому у меня и ссора это и вышла. Это происходит постоянно. Сэмпай? Не будь слишком строг к себе, если ему было трудно в школе, то в жизни будет еще труднее. Школа — это то место, где ты обучаешься тому, как решать все свои проблемы. Это может показаться жестоким, но таково правило в нашем неразумном обществе. Типа ты должен, стоять за себя и тому подобное, да? Мне уже стало лучше, я мог бы пойти с вами развлекаться. Омега есть омега. Даже после окончания учебы ему придется несладко. Глупо защищать типа омегу, он, вот именно это имеет в виду, я так полагаю. В чем дело? Поешь, пока ты можешь наесться досыта. Так. Мы переключаемся резко на Харуки. Он куда-то походу бежит, запыхавшийся. В центре города, недалеко от Момотачи, полицейский замечает Харуки, который странно себя ведет, и окликает его, окликнул. Вы в порядке? С вами что-то не так? Скорее, дайте мне подавляющее.
Вот по поводу вот эти вот подавляющие, я узнал только недавно. Опять же, Омегаверс или Омегаверс это такая странная херня. Оказывается, чтобы... Я сейчас объясню, расскажу, потому что я уверен на 100%, что у нас ну, есть люди 100%, которые не знают об этом. Короче, в период течки у этих омег, оказывается, есть такая фигня, которая вырабатывает феромоны. Короче, как гон у кошек. Или как, не знаю, как объяснить. Короче, сексуальная возбудимость. И если будет альфа рядом и почует эти феромоны, то он может его, ну, изнасиловать. Может даже сделать так, чтобы он забеременел, короче, и тому подобное. Вот, поэтому я пока всего еще не знаю. Может быть, вы опять же дополните что-то в комментариях, потому что это такая тема, которую я... Это первая игра, которую в таком жанре я взял. И, блин, если бы не тут некрасивая графика и тому подобный сюжет про вампиров и тому подобное, я вряд ли, наверное, вообще такое проходил бы, но это ж ужас просто какой-то. Вот. Опасно ходить по городу в таком виде. Если вы пройдете на станцию, то вам там дадут лекарства, и вы можете ходить. Он отпрыгнул назад, испугавшись, когда полицейский протянул ему руку, чтобы взять его за плечо. «Не подходите ко мне. Все будет хорошо, просто сохраняйте спокойствие. Не трогайте меня, я ничего не сделал. Нет, помогите мне, помогите мне. Подождите минутку». Он убегает в противоположное направление от полицейского. Короче, что-то непонятное происходит с нашим Омегой. О, спасибо за еду, сэмпай. Я хотел бы узнать... я хотел бы поговорить с вами о результатах наших клинических исследований. Со мной что-то не так? Я имею в виду, у меня редкая группа крови, конечно. Но неудивительно, если что-то случилось. Как вы помните, мы говорили о том, что он сдавал кровь. Ему именно, в эту компанию. Хеки. Это один из десятков случаев, из десятков тысяч, но он может быть реально особенным. Я бы хотел побольше узнать о твоей крови. Я хотел бы предложить тебе подработку. Ты же сможешь, ну, ты готов пойти со мной в лабораторию? Ой, это так неожиданно. Но речь идет о твоем теле, и мне нужно, чтобы ты был готов к тому, что, ну, мы будем исследовать его и тому подобное. Короче, у него, видите, редкая группа крови, ну, как бы вот такой вот. Если я смогу получить зарплату за первый месяц, конечно, я согласен. Ну, ничего не поделаешь. Господи, какие же у них спрайты вот эти. Что это? Зачем он обнял себя сам, да? Только не заставляй меня слишком долго ждать тебя, хорошо? Короче, мы соглашаемся на какую-то работу, видишь, как подработка, и нам, типа, заплатят за это деньги. Мы должны отдать всего лишь свою кровь. Полиция ищет меня поблизости. В щели здания он произносит эти слова, вскрикивает. А вот и наш этот дурачок. Из-за того, что ты убегаешь, ты доставил мне немало хлопот. Я хочу, чтобы ты вернул мои подавляющие. Я не знаю, может эти подавляющие, кстати, по-другому как-то называются. Если что, ну поправьте в комментариях, я не знаю. Но вроде подавляющие. Извиняюсь, что прервал тебя раньше или... Короче, он говорит, другими словами, ты же понимаешь, что ты не убежишь от меня. Ля прям на ушко говорит, слышь? Не подходи ко мне, у меня есть нож. Если ты подойдешь, я убью тебя. Он в панике начинает искать что-то у себя в куртке. Ты слишком труслив, ты знаешь это? Омеги, Омеги слишком, не способны на такое. Ты же действительно этого хочешь, не так ли? Поэтому я позабочусь о тебе. Короче, как вы понимаете, растёки времени Гасава прижимает Харуки к полу. Да, друзья, и я хотел бы сразу сказать, у нас действуют то же самые моменты, как и в Slow Damage, там все то же самое. Если, опять же, этот контент запрещен, тут будет небольшой яойный сейчас момент, но это больше даже с насилием этот момент происходит. И эти моменты нельзя показывать на канале и тому подобное, поэтому я опять же скажу, если вы хотите поддержать меня и тому подобное, если вы хотите эти моменты получить, то у нас есть ссылочка в донатике там и тому подобное. Тут один рут будет стоить 500 рублей, ну и все руты за 1000 можно купить, это не сильно много, в принципе, но перевод, как вы понимаете, плюс эта поддержка будет даже того, что я буду дальше продолжать записывать всю игру и тому подобное. Вот, вы можете, конечно, 50 рублей скинуть, поддержать, да, и тому подобное, но я просто говорю, что именно вот эти моменты будут отсылаться только тем людям, которые, задонатят, потому что ВКонтакте, в Ютубе их нельзя нигде выкладывать.
один человек как бы выкладывал вот недавно, и я узнал, что его заблокировали. А все почему? Потому что он читал на ютубе. Причем цензурить вообще можно, оказывается, все что угодно. Но как бы сказать, YouTube это такая вещь, что он может забанить за все что угодно, а также может не забанить. У меня Данганронпу забанили за то, что у меня там девушки делали массаж. Ну, как бы у нее все, ничего не было видно и тому подобное, а забанили. Вот. И что я хочу сказать, а если вы можете погуглить, он клипы там и тому подобное, там сиськами трясут, светят и нормально все, вот такая вот фигня. Так что, как бы вот такими вот моментами, и ссылочку на ВК или почту я вам туда все скину. Но этот момент, я вам так скажу, у нас уже будет яойный момент уже во второй серии, то есть уже будут, представьте. Это очень быстро, и я не знаю, какой это будет момент. Понятное дело, что не по любви, не романтический и тому подобное, но я уже просто знаю немножко. А этот момент, он слишком быстрый. Его начнут сейчас, ну вы понимаете, что с ним начнут делать, потому что у него типа вот это сексуальное возбуждение и тому подобное. И альфа накидывается на него. Его еще начинают друзья, короче, ну там тоже жахать и тому подобное. Этот момент мы сейчас вырезаем и идем к следующему моменту сразу, что происходит в дальнейшем. Тут мы перемещаемся резко на нашего Кейчи, или как его, Кейчи. Короче, прикол в том, что я даже там вроде бы, ну, таких моментов жестоких, жестких сильно не было, но я вам скажу просто такой момент, что там очень звуки и тому подобное, не хотелось бы это, конечно, выкладывать и рисковать этим и тому подобное, потому что потом я не знаю, где я буду проходить яойные эти игры, если вдруг что с каналом произойдет. У меня, конечно, есть второй канал, вы обязательно можете на него подписаться. Я ссылку, не знаю, оставлю тут или там. Там называется он Вадим Bloodliness вроде, да, и там есть видосы. Но лучше всего подпишитесь в группу ВКонтакте, потому что если вдруг что-то произойдет с каналом, то всегда я могу на другом что-то делать, более цензурно все это замутить и тому подобное. Но постараемся без яойных вот этих моментов, все, чтобы нормально было. Так, я не знаю так, как это сказать, но я уверен, что вы поймете меня, говорит Мория. Не хотел бы заставлять его слишком долго ждать. Да, потому что хочу получить вот первые свои заработанные деньги. Короче, он уже побежал, вот, спеша по дороге, расставшись с Хеки сэмпай, с Аой, да, с сэмпаем. Я поспешил на свою подработку, вот, походу. И вот тут он замечает Гасаву и остальных. Ну, не знаю, он ночью разве туда хотел пойти? Странно. Он, наверное, сказал, что типа придет, да, и хотел, наверное, пойти. Или как? Ладно. Или он, наверное, может быть, я немножко неправильно перевел. Может быть, он имеет в виду, что типа надо быстрее, может, домой идти, и потом на следующий день. Ладно, это не важно, он просто хочет заработать быстрее деньги. Вот, и спеша по дороге, расставшись с Хеки и сэмпаем, да. Ой, то есть с Аой сэмпаем. Вот это Гасава и остальные, что они делают в таком месте? Я думал, они должны быть в клубе. На одежде Гасавы была кровь. Не может быть. И вот он думает про Хекию Фуватари, он говорит. Футавари или Фуватари, как его зовут. Типа, неужели, ну, типа он его отпиздил или что такое? Типа, неужели с ним что-то произошло? Когда я подумал об этом, я не мог перестать дрожать. Разве это не Мория ли? Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть с тем парнем? У тебя на одежде кровь. И что? Ты был так напуган раньше, что даже ничего не смог сказать. Да, ну чё, кровь у тебя на руках? Я просто упал. Правда? Разве ты не веришь в то, что тебе говорят твои друзья? Я и Гасава друзья? Нет. А потом со стороны лестницы появился Фуватари. Мория-кун. Фуватари? Я видел, что он был избит, покрыт синяками, и он едва мог ходить. Короче, над ним там жестко надругались и тому подобное, но как вы понимаете, и там чуть ли его уже как проститутку не хотели продавать, вот такая вот фигня была. В один момент кровь прилипает к поверхности моего сердца и начинает бешено колотиться. С тобой все в порядке? Что они с тобой сделали? Я не хочу это обсуждать, пожалуйста. Если ты ничего не сможешь с этим поделать, то лучше не ввязывайся. Ты даже не можешь знать, что я чувствую, потому что ты родился нормальным человеком. Фуватари? Он отверг меня, но это звучало, как будто бы мольба о помощи. Я хотел уйти отсюда как можно скорее, как можно быстрее. Мне нужен был тот, кто мне мог бы помочь. Я уверен, что если был бы тут Тани, то он бы не бросил Харуки. Даже если он не смог бы победить, он бы считал, что это правильный поступок. Мы не можем уйти, нужно что-то с этим сделать.
Кейичи, ты не можешь ничего сделать без Тани, не так ли, Море? Синяки, которые остались на Харуки, это сделал ты? Это не я, мы же с ним друзья, верно? Это ложь, эти синяки. Мы должны вызвать скорую. Эй, хватит уже, просто иди домой. Я достал телефон, набираю 119. Ой, 1, подожди, 9. У них же Япония, да, 119. На телефоне мне очень хочется убежать, но я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Это лучшее, что я могу сделать на данный момент. Алло, тут человек с травмами находится недалеко от здания Маматачи. Эй, он действительно вызывает скорую. Эй, не делай то, за что тебя могут вломить, Море. Касава и его друг сжимают кулаки и атакуют меня одновременно. О нет, я должен бежать. Я развернулся и убежал так, как только мог. Времени оглядываться назад не было. Я бежал со всех ног, но даже на полной скорости Гасава и его друг догоняли меня. Но я все равно бежал, не оборачиваясь. И в следующий момент... Что? Как только я подумал, что все схвачено, в поле зрения появились фары какой-то машины, а затем... Я стал неподвижным, все происходило в замедленном темпе, и все мои мысли становились странно спокойными. Из боковой дороги выскакивает машина и несется прямо на меня. Как только я почувствовал удар, меня отбросило по широкой дуге. Я ударился об ограждение на обочине дороги и был выброшен на асфальт. На небольшом расстоянии от меня падает моя сумка, ее содержимое все рассыпается. А после перед глазами все пустеет, и сознание медленно исчезает. Море? Тебе лучше убраться отсюда, пока ты не попал в беду. И Гасава, вот видишь, они подбежали к нему, и видишь, вот такая фигня, и все свалили. Это был последний голос, который я мог услышать. Реальность была такова, что меня бросили мои одноклассники. Все, смерть. Прикол, да? Но это только первая серия. Что будет дальше? Какой экшон только в первой серии? Я даже не смог извиниться перед Таней. Я не смог никому помочь. Так вот, как все закончится. Я больше ничего не слышу. Я не знаю, смогу ли я... Я не знаю, потому что я потерял много крови, или потому что моему мозгу не хватает кислорода. Мое зрение стало искаженным. Нет, мне очень плохо. Я умру. Даже если они не успеют ко мне, по крайней мере, они смогут спасти Харуки. Он услышал, походу, как это называется, скорую помощь, которая ехала вот к нему. Я сделал все, что смог. Хотя я еще не смог извиниться и сказать спасибо сэмпаю. Но теперь пришло время прощаться. Какая скучная у меня была жизнь, и вот он, ее конец. Плечевые суставы ног и рук издавали странные звуки. Я смотрел на лужу крови перед собой, в которой, как в черном зеркале, отражались огни города. Это моя кровь. Так много. Я умру. Но это первый раз, когда я вижу свою собственную кровь. Так красиво. Вот так красиво. Отражение в луже крови, неоновых огнях, салонов починка, уличных фонарях и огнях магазинов похоже на сверкающее море звезд в отражении крови, да? Ну да. Сейчас вовремя, когда ты умираешь, думать о красоте, блин. Вид вокруг меня, лежащего на асфальте, был зверски красивым. Мое зрение медленно становилось темным, и один за другим мои другие чувства начали угасать. Все, смерть. Пиздец. Тут, кстати, почему я все это одной серией записываю, потому что тут нельзя прерываться ни на момент. Тут все интересно, сейчас без перерыва. Нельзя вводить такого... это неодобренный новый препарат этот. Блин, нельзя вводить еще пока что, вот этот неодобренный препарат. Неужели ты позволишь ему так умереть? Это лишь вопрос времени, когда он умрет. Нельзя терять ни секунды. Я хочу его спасти. Море Кейичи, один из немногих среди десятков тысяч людей, которые находятся в хорошей физической форме. Я возьму на себя всю ответственность. Короче, как вы понимаете, Аой сэмпай нас спасает. Вот, и вот как вы думаете, вот с ним не рутить ли, да? Я понимаю, единственный способ получить одобрение на новый препарат — это участие в клинических исследованиях. Короче... Мы должны были пройти и так исследования, но, видите, пройдем по-другому, наверное, немножко.
Я тоже отправлюсь к отцу? Когда мой отец умер, я ничего не мог сделать. Я был таким маленьким в то время. И тут у нас опять же флешбеки. Когда я был маленьким, мои родители умерли, они были убиты. Когда я возвращался домой из школы, я открыл входную дверь своего дома. Внутри дома уже была лужа крови. Я видел, как из раненых тел моих родителей текла кровь. Я был в шоковом состоянии и перестал дышать. В то время тень стояла у окна, и с его клыков капала кровь. Я уверен, что видел его. После того, как тень пропала, я трясущимися руками вызвал скорую помощь, когда приехали медики, а я все еще звал своего отца. Папа, 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 проснись. Не подходите, это небезопасно. Но, они мои отцы, я хочу быть в машине скорой помощи. Нельзя терять времени, спешите. У нас две жертвы, самцы Омега и Альфа, которые уже получили серьезные травмы и потеряли много крови. Папа, ты умрешь. Мы сделаем все, что в наших силах. Я знаю, что это трудно вам довериться, но вы должны поверить. У моего отца такая же редкая кровь, как у меня. Пожалуйста, дайте ему немного моей крови. Я уверен, что он будет в порядке. Вы не можете. Вы слишком молоды. Если вы это сделаете, вы умрете. Но... Я очень желаю, чтобы операция вашего отца прошла успешно. Нет, это бессмысленно. Посмотрите на их лица, они такие белые. Если у них нет больше крови, они, скорее всего, мертвы. Пожалуйста, дайте ему мою кровь, не дайте отцу умереть. Все будет в порядке, просто помолчите, мы здесь, поторопитесь. Пожалуйста, спасите моего отца. Мое маленькое желание не было исполнено, в итоге вся моя кровь так и не была перелита. Ни препараты крови, ни доноры крови не были найдены. Все пиздец. Согласно тому, что я услышал позже, отец Омега умер во время транспортировки, а отец Альфа умер вскоре после операции, ему не хватило крови. Оба родителя мужчины, все еще была новая форма для того, что в мире называлась семья с двумя папами. Мужчина Омега мог иметь ребенка от мужчины Альфа. Вот нам все рассказывают, в принципе, что происходило и как. Однако Омега слаб и легко мог стать мишенью. Мой отец, родивший меня, тоже стал жертвой этой судьбы. Так что мои родители были убитыми вампирами. В то время мир еще не верил в существование вампиров. Но я видел, как вампир с клыками, пропитанными кровью, вылетал, из окна, вылетел или выбежал, не знаю. Я даже уверен на 100%, что мы его потом найдем и дадим ему пиздюлей. От 100% мы узнаем, кто это и что это. Вампир должно быть сначала добрался до отца Омеги. Отец Омега обладал очень редкой группой крови и, пал. Как и отец Альфа, так и Омега. Почему-то я перевел то, что они были сильны, но пали, перекрыв друг друга телами, что-то такое. Я ждал скорую помощь в ужасе, глядя на отца, ослабевшего, похожего, как мертвое дерево он лежал, наверное, не знаю, с почти полностью высосанной из тела кровью, как бревно, короче. Отец Омега был еще хуже, кровь высосали из него, словно плоть была, его плоть растерзали настолько и высосали кровь, да, что... Даже вот нижней половины его тела даже не было. Пиздец. То есть порвали его там вообще на их лицах. Не было тоже крови. Их раны были тяжелыми, а на коже и шее были следы укусов, похожие на клыки. Никто в полиции не упоминал об этом. Они даже не рассказали... они рассказали об этом в телевизионных новостях. Но только рассказали они историю с однополыми браками, и они раздули из этого, как, из мухи слона. Короче, другими словами, они по телеку, походу, рассказали, но скорее больше, наверное, так, как бы это сказать, они больше рассказали, что они, были геями, чем, скорее всего, вампир напал и тому подобное, И он говорит, мои родственники, никто не хотел брать меня к себе на опеку. Единственный человек, приютивший меня, был мой дедушка, который жил один. Он обеспечивал меня, пока не умер от старости.
И вот я был так потрясен этим инцидентом, что на некоторое время замкнулся в себе. Но благодаря дедушке я взял себя в руки и вернулся в школу. После я встретил сэмпая. Мы были оба старшеклассниками, что-то такое. Ну, короче, мы и в младших классах, походу, были вместе, и старших, ну, потом старших, походу, в одной школе. Вот. И он говорит, когда я впервые встретил его, я, ну, не мог не восхищаться им. После этого я общался с ним, и... Вот, он говорит, мы встретились в Оши бургерной, и он был ответственен за то, что взять меня на подработку на какую-то, да? Вот, на собеседовании он меня впервые спросил, и, ну, мы заговорили о моей семье. Вот, мы знали... ну да, все вот. И вот, мы знаем друг друга со школы, но не думай, что я буду оказывать тебе поблажки. Итак, Мурякун, что побудило тебя подать заявку на работу в неполный рабочий день? Я потерял родителей, когда был маленьким. Мой дедушка, который меня приютил, уже стар. И я хотел, чтобы он... Ну, короче, чтобы он немножко расслабился, типа... Сделать ему такой подарок, ну, типа, тоже работать и тому подобное. Чтобы не нагружать деда, походу, я так понимаю. Прости, что перерываю тебя, но ты был сыном в семье с однополым браком у двух мужчин, да? Что за черт, как ты узнал? Я видел это в новостях по телевизору, так что... В то время мой двоюродный брат тоже вступил в однополый брак, поэтому я и заинтересовался тобой. Тут тоже был очень тяжелый перевод. Так, давай дальше. Он говорит, а что со случаем с тем... ну он говорит, мне жалко, наверное, ну, как все это произошло и тому подобное, ну, сэмпай этот. Это что со случаем? Ага, вот, это был прискорбный инцидент, не так ли? Говорит, я слышал, что ваш отец был редкой группой крови. Если бы у нас была лучшая система переливания крови, то этого не случилось бы. Почему вы говорите об этом сейчас? Я заинтересован в исследованиях в одной искусственной крови. Я собираю материалы для этого. Новые времена требуют новых исследований. Медицина также должна идти в ногу с временем. Обладатели редкой крови, нам нужна... Обладатели редкой крови, нам нужна твоя помощь. Существует еще много неизвестных опасностей для детей от однополых союзов. Короче, другими словами, как я понимаю, вот я, если честно, не сильно понял, но походу, как этот Аой сэмпай его будет работать вот в этой хеки. А это все до этого, все, что происходило, короче, это прошлое. И они, ну, походу, он у него потом и взял кровь, этот Аой сэмпай. Вот. И он говорит, это ведь собеседование на неполный рабочий день, верно? То есть не собеседование, ну, он его должен взять на работу, и вот... Просто тут я не сильно понял, но он говорит про бургер, вот этот заведение, бургер Аоси или Аоши, не знаю, как он называется. И он говорит, да, поэтому, пожалуйста, помните о путанице между общественной и частной жизнью. Короче, все это не важно, потому что вот, в будущем я планирую работать в научно-исследовательском отделе, вот, Хеки Pharmaceutical, исследовательском институте, где я буду заниматься изучением природной целительной силы человека, вот. Если у тебя есть желание, ты можешь помочь мне в исследовании, ну, в Хеки в этом. То есть у него редкая группа крови у Мори, поэтому он, ну, как бы, предоставит, наверное, свою кровь, может, еще как-то поможет, не знаю. Вот, он говорит, моих родителей убил вампир, я был слишком мал, чтобы что-то с этим сделать, но если я могу помочь, если я смогу помочь спасти чью-то жизнь, я сделаю это. О, это правда? Спасибо. Я обещаю тебе, что твоя трагедия и твоя жизнь не будет... И твоя добрая воля не будет напрасной. Я хотел поблагодарить Бога за то, что я наконец-то нашел гения, который понимает мое прошлое и может сделать мир лучше. Я сам слаб, я сама посредственность, я ничего не могу сделать сам. Я полагался на своего сэмпая, я полагался на Аой Сэцуну, но я еще ничего не добился сам. Если бы я мог родиться заново, на этот раз я бы сражался один, да? Так, я ничего не могу сделать, но я клянусь в своем сердце. Сожаление о прошлом – это то, что я вижу в своем сознании, сожаление о прошлом. Короче, он жалеет, что он был таким человеком, трусливым и тому подобное, если он родится заново, то он станет совсем другим. Становится темнее, мои глаза становятся все темнее и темнее. И я в темноте и неведанье, вот, да. Вот, я в темноте и неведанье, да. Было так темно, так ужасно, как будто бы какая-то древняя тьма.
Вот. И как вы помните, для чего я говорил, что вначале вы должны, ну, как бы это сказать, в начале игры был момент, и этот момент, вот он, пожалуйста. То есть, как будто бы не просто так нам приснился сон, как будто это судьба. Нет, я бегу спасать свою жизнь, но через кусты за мной гонится какой-то красноглазый монстр. Я бегу спасать свою жизнь, но могу ли я сбежать? Я должен умереть. Я должен был умереть. Я подумал, что мне больше нечего терять. То есть предсмертные его мысли, типа, почему я все еще здесь? Так почему я все еще бегаю в этом месте? Почему я не умер, типа, еще до сих пор? Черт, сколько мне еще предстоит пройти? Почему ты преследуешь мертвых? Я бегу на ногах, которые не должны двигаться. Я бегу ради своей жизни, чтобы спасти свою жизнь. Оно протягивает свои длинные лапы и бежит, сломя голову прямо на меня. Как будто бы почуяв меня, он бежит и накидывается на меня. Черт возьми, ты что, ешь мертвецов? В конце концов, меня съест монстр? Он пытается укусить меня, передо мной уже появляются клыки. Это был настоящий зверь, даже страшнее того, кто напал на моих родителей. Я что, тоже умру, став вампиром? Точно так же, как и отец и другие? Я открываю глаза, смотрю на зверя и вижу истину за страхом. Помните этот момент? Нет, да это же я. Это я, само чудовище. Я вот не знаю, что там как, но у меня такое ощущение, что... У меня такое ощущение, что Сэцуна, этот Аой Сэцуна сэмпай наш, перелил нам какую-то херню, и мы станем вампиром. Ну, мне так кажется. Не знаю. Оно пожирает меня, я в этом уверен, но оно принимает мой облик. Получается... О, слышь, пьет опять чай. Получается, что это я стал тем самым чудовищем, и я съем жертву? Вкус железа, я чувствую вкус жизни, и после этого мой язык немеет. Да, я ем жизнь, я пью кровь. Но тут прикол в том, что я не знаю... Блин, сейчас. Ну, сейчас момент. Там, короче, он говорит, сколько раз я тебе уже говорил, что это не сойдет тебе с рук. Я не могу в это поверить. А ну, подожди, сейчас. А ну-ка. О, господи, нет. Все-таки... Я так не понял, но походу он тут начал кое-что опять высасывать. И вот то, что он начинает высасывать, походу, ну то самое, о чем вы поняли. Сейчас, подожди, я потерялся сейчас в переводе немножко. Сейчас мы... Да, он говорит, ты готов, я заберу всю твою кровь. Нет, нет, нет. А может быть, подожди, может он кровь пьет все-таки. Короче, друзья, я тут тоже не могу некоторые моменты показать, не то чтобы показать, а включать, потому что тут такие голоса, как вы слышите вот сейчас. Что происходит в данный период момента? Происходит секс небольшой, и походу, как он из него пьет кровь, только я так и не понимаю, кто из кого пьет кровь, потому что он видит сам себя, и в этот же момент он видит... Короче, я не понимаю, но как будто бы два тела разделилось, да, типа две сути, типа вампир и он сам из себя же пьет кровь и тому подобное. Плюс еще в этот же момент там происходит шпеханье, и... Как он говорит, у меня выпивают кровь, но он говорит, я уже готовлюсь к смерти, и мое сознание меркнет и тому подобное, но он не понимает и говорит, что за сила ко мне возвращается, кровь опять же наполняет мое тело в руках, ногах и тому подобное, короче, как вы понимаете. И таким образом он сейчас проснется, но тут некоторые стоны и тому подобное, поэтому я их немножко не могу показать. Сейчас я вот эти моменты пропущу. Вот, он говорит, мое тело передо мной вот... Да, вот он говорит, пожалуйста, скажите мне, я не могу умереть, я еще не могу умереть, вот, и... Да, вот, все, я попал в переводе. Ну, там одно и то же, короче, все происходило, вот, ух. Мое тело болит, передо мной все темное, будто бы я заново родился. Я чувствовал, что нахожусь на дне, а слуха не было, как будто бы я находился на дне своей памяти. Ну, короче, он ничего не слышал и тому подобное. Все как будто бы произошло в обратную сторону. Я чувствую, как мое тело наполнилось кровью. Когда я открыл глаза, я не понимал, где нахожусь. Это не моя комната? Небеса, возможно? Нет, я ни за что не попаду в рай. Может быть, я в аду? Нет, рая и ада не существует. Когда я попытался встать, я заметил. Вот, мы в больничке.
что не могу пошевелиться. Я видел, как в тумане. Я видел кучу висящих капельниц, которые вставлены были мне в руки. Мое зрение становилось все яснее и яснее. Я видел трубки. Я находился в больничной палате. У меня на теле были повязки, поэтому я не смог двигаться так... Ну, короче, он и двинуться не мог и тому подобное, как раньше. У меня были повязки по всему телу, и только шея что-то была открыта, что-то... То ли... Ну, короче, он головой мог только двигать и тому подобное. Он там руки прикованы и бинтами замотан, как вы видите. Вот биение моего сердца говорило мне, что я жив. Он проснулся? Доктор, доктор! Они выходят и поспешно выбегают из комнаты, из палаты. Это правда? Я услышал шаги, которые приближались ко мне, и затем голос сообщил мне. Кейичи, ты слышишь мой голос? Это сэмпай? Аой, вы отвезли меня... Да вот, Аой, сэмпай, вы отвезли меня в больницу? Я все еще жив? Я хочу сказать еще что-то, но... Когда я пытаюсь сказать что-то... Голос пропадает. Что с моим голосом? Я не могу разговаривать. Не волнуйся, тебе еще нужно отдохнуть. Тебе еще нужно поспать. Твое тело сильно пострадало, но с нашей помощью ты чудом остался жив. Я слегка застонал, когда по моему телу начала проходить боль. Но я ничего не мог сделать. Пожалуйста, присматривайте за ним еще некоторое время, по очереди, не упускайте даже самую незначительную мелочь. Да. Почему он отдает распоряжение о проведении анестезии? Он же научный сотрудник фармацевтической компании, а не врач. То есть, короче, мы понимаем, что нас где-то наебали. Почему я схожу с ума, но прежде чем я мог о чем-то еще подумать, я потерял сознание. Вот такие дела. И я вам говорю, вот поэтому нельзя тут просто на стоп нажать, и тут все смотрится на одном дыхании. После пробуждения я просыпаюсь снова и снова. Ой, то есть я снова просыпался и снова спал, и так повторялось множество раз. Сегодня я чувствовал себя намного легче, у меня было такое чувство, как будто я заново родился. Я слышал птиц, шум города. Вчера у меня отсутствовал слух, интересно, смогу ли я разговаривать? Прекрасный день. О, я могу разговаривать? Кто-то бросился ко мне, когда услышал мою речь. Кейичи, ты уже можешь разговаривать? Аой, сэмпай. Я в порядке, да, ко мне вернулся голос. Слава богу, я волновался, что если ты не выживешь, то ты как будто бы будешь живым трупом, что-то типа такого. Да, это было бы страшно. Но у меня на лице повязка, да? Интересно, когда ее снимут? А то я плохо вижу. На твоем лице были тоже травмы, поэтому пришлось и за ним присмотреть, ну, то есть залечить. Сказав это, он сделал паузу и после продолжил. Давай снимем повязку, хорошо? Не только на лице, но и на всем твоем теле. Погодите, на мне ведь даже ничего нет, даже трусов нет. Какой идиот будет носить трусы под бандажом? Конечно, ты голый, давай снимем их. Оу, щит, I'm sorry. Я все сам сделаю. Не надо, да? Заткнись, ты же не сможешь снять повязки самостоятельно. Блин, я не знаю, что он говорит, но... Блин, я тут плоховато перевел. Ну, он таким голосом сказал, как будто типа... Ну, не знаю, как будто стесняешься или что. Короче, повязку вокруг моих глаз сорвали. Мои физические чувства все еще были немного затуманены. Надеюсь, блин, вы мне простите некоторые моменты, тут мои ошибки. Даже когда я надел больничный халат, мне было совсем не больно. Когда повязку сняли с моего лица, под ними была удивительно чистая кожа. Это удивительно. Все мои раны исцелены. Превосходно. По крайней мере, кожа в лучшем состоянии, чем я и представлял. Тебе больно? Нет, я в порядке, совсем не больно. Я не знаю, что со мной. Я чувствую небольшой зуд по всему телу, как будто бы... Зуд... Это как будто слабая версия боли, верно? Конечно же, ты был без сознания 2 недели. Серьезно? Короче, он чешется, потому что он не мылся 2 недели. А нельзя ли принять ванну в этой больнице или лаборатории, что это такое? Да, у нас есть душ, но сначала вот. Но сначала я хотел пройти, но
Я почувствовал что-то холодное на своей шее. Я услышал легкий звук пибиканья. Опа! А вот и новый ошейник. Что это такое? А разве ты не видишь? Это ошейник. Ну зачем ты одел его на меня? Это ошейник Омеги. Если Альфа... если на случай Альфа захочет, ну, как вы понимаете, шпёхнуть тебя. Короче, теперь, как вы понимаете, мы стали Омегой. Офигенно, да? Не вампиром, а Омегой. Хотя, может быть, мы вампиром стали в каком-то моменте. Может быть, из нас потом сделают вампира, я не знаю. Это для твоей же собственной защиты, поэтому, пожалуйста, не принимай это близко к сердцу. Ошейник Омеги, я же не Омега. Ошейник был закреплен так, что он не сдвигался с места. Я схватился за него и попытался снять. Но он как будто бы был зафиксирован на моей шее и не сдвигался ни капли с места. Его нельзя снять? Конечно, если бы его было легко так снять, то в этом не было никакого смысла. Он дважды заблокирован паролем, который я контролирую, так что никто его не сможет снять. Пароль на моем ошейнике? Ты должен разблокировать его прямо сейчас. Я не могу это сделать. Если ты захочешь заставить меня снять его, мне придется отрубить тебе голову. Чтобы разблокировать его, тебе нужен пароль аутентификации опекуна, но ты потерял своих родителей, и теперь твой опекун я. Нет, это ведь не может быть правдой. Это все правда? Я действительно стал твоим опекуном, разве ты не помнишь? Моим опекуном? Студенты должны иметь подпись родителей или опекунов, ну, то есть кто-то должен дать за них это, для участия в этом клиническом исследовании. Если вы признаете меня своим опекуном, пожалуйста, поставьте здесь свою подпись и дату. О, хорошо. Это то, чего вы хотите? Все в порядке. Я получил одобрение твоего деда, так что все в порядке. Короче, нас развели как последнего дурачка. Моря вообще пиздец, прям даже не знает, что он, короче, что он наделал, и, ну, все. А вот теперь Аой-сэмпай не такой хороший, да, как казалось раньше. Я подписал его по рекомендации моего Аой-сэмпая. Я уверен, что ты будешь рад это услышать, это он деду, походу, сказал. В любом случае, тебе нужен этот ошейник сейчас. Твое тело превратилось в Омегу. Что типа? Все, что мы делали, было ради спасения твоей жизни. Разве мы не договорились, когда подписывали контракт, что ты несешь ответственность за риск побочных эффектов? Нет, подожди. Теперь тебе нужно будет принимать это лекарство. Эти капсулы предоставляют так называемый подавитель полового влечения, который подавляет феромоны, характерные для омеги. Принимай по одной таблетке после каждого приема пищи. Вот эти таблетки. Эта инъекция обладает особым действием. Она подавляет феромоны периода эструса, характерно для омеги. Это быстродействующий и сильный препарат, который следует использовать не более 2 раз в день. То есть нам надо вкалывать, нам надо таблетки хавать. Еще и 2 раза в день. Не похаваешь, будет пиздец. 100% яой будет заключаться и в этом. Тут, короче, яой не такой, как в нитро-чараловских играх. То есть там, да, там есть тоже яой такой, типа, в какой-то момент тебя могут изнасиловать или там подобное. Но там больше как бы любовный яой, да? А тут вообще, тут будет яой, наверное, вообще вот рандомный, везде, в каких угодно моментах. Я никогда раньше не видел такого препарата. Это не похоже на обычное лекарство для омеги, верно? Да, потому что ты первый искусственный омега, созданный нами, да? Тебе нужно это лекарство, которое я приготовил для тебя, ты понимаешь это? Да кто, черт возьми, ты такой? Тут будут врачи, чтобы следить, пока твое здоровье не стабилизируется. Погоди, ты хочешь, чтобы я продолжил находиться тут, в больнице? У тебя нет права покидать место, плюс этот ошейник оснащен GPS, поэтому убегать бессмысленно. Я знаю, что ты не делаешь этого, потому что мы знаем, к чему это приведет. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах. Ты попал в аварию, все кости твоего тела, начиная с шеи, были сломаны. Кости пронзали твои внутренние органы. Медики больницы, они все кормили тебя с ложечки. Ну типа ты должен быть благодарен, что тебя вылечили вообще. Мы взяли тебя к себе и восстановили с помощью самого высокого уровня передовой медицинской помощи в нашем научно-исследовательском институте. Всего за 2 недели. Достаточно. Хватит. Мне кажется, что я уже не могу дышать. Перехватывает. Что за... Я же говорил тебе, что тебе нужен этот подавитель. Скорее дай мне свою руку. Черт возьми, я сам это сделаю.
Я надеюсь, у препарата нет побочных эффектов? Мы не можем сказать, что у него нет побочных эффектов. Все лекарства имеют побочные эффекты. Но ты не можешь... ты не сможешь жить без этого лекарства. Период эструса является изнурителем. Период, я не знаю, правильно я говорю или нет, эструса, другим моментом полового влечения от альфы. И не только от альфы, я думаю. И он будет мучаться, он будет испытывать половое влечение настолько сильное, что он даже будет рад, что его будут жарить. В сракотанище. В попку чисто, в дырочку чисто, тому подобное. То есть вы понимаете, да? О чем речь идет? Это пиздец. Все, что вам сейчас нужно, все, что тебе сейчас нужно, так это абсолютный покой. Мои руки были связаны резиновыми трубками. Я пытался сопротивляться, но у меня было мало сил. Тело Омеги было таким слабым. Игла была вставлена мне в вену, и лекарство было введено. Я знаю свое тело лучше, чем кто-либо другой. И понимаю, что возбуждение спадает. И возбуждение спало, и лихорадка это, да? Тебе стало лучше? Я не мог представить, что будет так больно оторвать руку от этих резиновых трубок. Он продолжает рассказывать про тело Омеги, несмотря на мой ошеломленный вид. Этот ошейник способен измерять пульс, температуру тела, записывать и общаться с вами. Мы будем следить за вашим прогрессом в течение некоторого времени. Повторяю, что вы не сможете покинуть это место, пока ваше состояние не станет стабильным. Это все для вашего же блага. Что для меня? Да я лучше умру, чем буду жить в таком теле. Я пыхтел и злился. И вот мы вспоминаем этого Омегу нашего. Ты не можешь знать, что я чувствую, потому что ты родился нормальным человеком. Мне жаль, но теперь я знаю, как это болезненно. И я теперь понимаю, что ты чувствовал в то время. Я даже не могу вернуться в школу какое-то время. Этого недостаточно, ты хочешь все так бросить? Я хочу вернуться и извиниться перед Тани. Я хочу вернуться и извиниться перед Тани. Я хочу вернуться в школу, хочу вернуться в реальный мир. И все. Вот она, заканчивается на этом наша серия. Блин, не могу нормально записать серию. То шиншиллы падают, то коты падают, то еще какая-то херня происходит. Короче, первая глава, или это не глава, или я даже не знаю, как это называется, закончена. Как вы понимаете, история закрутилась вообще в такой охрененный бублик и тому подобное. Что будет дальше, будет видно. Друзья, я записал сразу вам большую серию, чтобы вы посмотрели, чтобы вы оценили. Короткие серии в новеллах это очень хреново. Тут было очень много событий. Вот просто представьте, что развернется дальше. Дальше будет просто, я думаю, пиздец. Я не знаю, как дальше будет стримами или видосами. Но опять же, дальше будет уже практически сразу яойные моменты, и если эти моменты надо будет, кто-то закажет и тому подобное, я сразу буду делать. Опять же, у нас 500 рубликов это один рут и 1000 все. Мне кажется, выбрать за 1000 все было бы намного лучше, и опять это очень дешево, потому что переводы этой новеллы будет занимать очень большое время, но мне она нереально нравится. Я вот сейчас вот записал, как будто бы на одном дыхании. Что будет дальше? Дальше будет пиздец. Из нас сделают вампира или что произойдет? По ролику можно было увидеть, что вампирами станут, походу, и вот этот вот Омега, который с клыками тоже, и там другие какие-то персонажи, там еще куча персонажей. Мы только Аои сейчас видим, Сэцуну этого. Как бы, может быть, как бы все повернулось, если бы я, может, как-то по-другому там ответил в начале. Короче, будет интересно. Я жду от вас только комментариев, лайков, что вы там напишите, пишите там, я не знаю, свои ощущения. С вами был Bloodliness, будем проходить дальше. Я, опять же, не буду на долгое время оставлять эту новеллу. Я буду смотреть, как вы смотрите, конечно, и вот в том порядке буду выкладывать почаще. С вами был Bloodliness, всего хорошего, подписывайтесь в группу ВКонтакте, не забывайте колокольчик ставить и тому подобное, потому что, чтобы не пропустить следующую часть. Давайте встретимся, удачки и до скорых встреч.